Всем привет, это Руслан Невеев и очередная сводка. Давайте посмотрим, как там поживает тактика выдавливания, как ее назвал Владимир Путин. За прошедшую неделю российские силы смогли захватить село Новопокровское на Авдеевско-Очеретинском направлении. Это небольшое направление, которое при этом показывает нам планы российских сил. Если вы посмотрите на линию фронта на Авдеевском направлении, то заметьте 4 условных кармана, которые сейчас пытаются закрыть вооруженные силы России. Первый карман – это территория между селами Первомайское и Невельское. Здесь достигнуты небольшие тактические успехи России на этой неделе. Они смогли зайти в село Невельское. Второй карман – это территория между селами Уманское, Яснобродовка и Нетайлово, огороженная со всех сторон водной преградой. Честно говоря, поэтому я ожидал, что захват этой территории произойдет гораздо быстрее. Но воз и не там. Третий карман обозначится как раз захватом села Новопокровское. Явно после него планируют идти на юг и выравнивать фронт вплоть до Уманского. А вот четвертый карман образуется после закрытия предыдущих двух. Это территория, идущая через поселки Новопокровское, Новоселка 1, далее до реки Волчья и по ней на юг в сторону поселка Яснобродовка. Зачем нужны все эти карманы? После захвата Авдеевки оперативный план заключается в том, чтобы перерезать трассу между городами Покровск и Константиновка, важными логистическими узлами ВСУ. И Россия постепенно идет к выполнению этого плана, захватив после Авдеевки Очеретино и Новоалександровку. Но вот так просто вытягивать свои силы до самой трассы будет неправильно, потому что тогда становятся уязвимыми фланги. И именно этим сейчас занимается российская группировка войск. Она обеспечивает левый фланг дальнейшего наступления, чтобы захваченная территория не была вытянутой в одну сторону. Территории, которые я вам обрисовал, довольно небольшие. Но учитывая текущий темп продвижения, я бы осторожно предположил, что по оптимистичному для российских сил сценарию они смогут подойти к трассе, соединяющей Покровск и Константиновку, может, к концу лета. Когда начиналась атака на Харьковскую область, многие, в том числе пророссийские военные блогеры, писали, что ситуация может скатиться в очередную бахмутскую мясорубку, когда ради пары поселков будут класть жизни сотен и тысяч солдат. В прошедшую пятницу была очередь русской службы BBC приводить подсчеты установленных погибших российских военных. Они вместе с медиазоной и волонтерами нашли почти 56,5 тысяч имен погибших. Но что особенно важно, за прошедшие 2 недели подтвердилась гибель еще 1689 человек. Это почти 850 человек в неделю. И это только найденные и подтвержденные имена. BBC и медиазона связывают рост еженедельных потерь с наступлением в Харьковской области. При этом ни одна из целей в Харьковской области не достигнута. В пятницу неизвестный снаряд попал в жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. В результате этого обрушился подъезд. На данный момент известно о 5 погибших и 6 раненых. По кадрам последствий все это очень напоминает аналогичную ситуацию в самом Белгороде месяц назад. Напомню, что основной версией команды CIT по тому инциденту является случайное попадание в дом российской авиабомбы ФАБ с комплексом универсального модуля планирования и коррекции авиабомб. И хотя кадры из Шебекина похожи на белгородские до степени смешения, мы, как эксперты, не вправе только на основании этого ставить знак равенства между двумя этими случаями и только на основании визуального сходства этих последствий. Нам нужно дополнительное время, чтобы внимательно изучить все имеющиеся фото и видеоматериалы и только тогда сделать выводы. Пока что мы не исключаем какие-либо версии вообще, в том числе с попаданием, например, снаряда GMLRS от Хаймерса или планирующей авиабомбы JDAM, которые могли прилететь с украинской стороны. Если вы посмотрите на карту, то заметьте, что Шебекино практически брат-близнец Волчанска. Оба города находятся на примерно одинаковом расстоянии от границы. Правда, по разные их стороны. Это ставит Шебекино на линию огня, поскольку с этого направления по Волчанску постоянно летят российские авиабомбы и артиллерийские снаряды. И как показала практика, определенный процент российских авиабомб дефектный. Причины нам не вполне ясны, потому что у аналогичных западных вооружений такой проблемы нет. Причем эта проблема существует с начала применения УМПК и как будто бы коренным образом не решается. В целом мы полагаем, что нештатные исходы вызваны недостаточной надежностью УМПК, которая, по-видимому, тем не менее устраивает военно-космические силы России. По нашей оценке падает весьма небольшая доля бомб, может быть, считанные проценты. Так что на практическую эффективность этого оружия обсуждаемая проблема не влияет, как бы цинично это ни звучало. Одной из рабочих гипотез конкретного механизма этой нештатной работы у нас было недостаточное качество пиропатронов, которые должны раскрывать крылья. Но мы не исключаем и других причин, как механического характера, так и связанных с электроникой. И в равной мере как конструктивных недостатков,
так и производственного брака. Ведь нужно понимать, что в отличие от западной высокоточки, у МПК делаются за относительно небольшие деньги в больших количествах с использованием гражданской электроники, требования к надежности которой гораздо ниже. Кстати, вспоминая прошлую сводку на этом канале, первой же темой был удар по Луганску, по жилым домам. Я тогда сказал, что, скорее всего, это результат работы системы противовоздушной обороны. Сейчас, после дополнительной работы по тому инциденту, мы еще больше в этом убеждены. Но вот что особенно интересно, что мы заметили. «Комсомольская правда» вырезала из первой версии своего видеорепортажа слова местной жительницы, которая говорила о работе ПВО над городом. Как говорится, выводы делайте сами. Тот, кто следит за полномасштабным вторжением с самого начала, может вспомнить, как в 2022 году много говорили о Чернобаевке. Этот топоним был на слуху, потому что там располагалась российская техника, и туда постоянно что-то прилетало. И были эти постоянные шутки про то, что в Чернобаевку что-то прилетело в 5-й, 7-й, 10-й раз, и опять что-то уничтожило. На этой неделе в соцсетях часто можно было встретить выражение, что в России появилась новая Чернобаевка. Под ней подразумевается весь полуостров Крым. Последние недели полторы туда чуть ли не каждый день прилетают ракеты «Атакамс» и попадают по объектам российской ПВО. Далеко не все заявления о поражении установок ПВО удается независимо подтвердить. Но показательна сама тенденция. Напомню, что у Украины теперь есть дальнобойные версии «Атакамс», которые покрывают всю территорию Крыма. Вопрос только в количестве имеющихся ракет. Не знаю, является ли это какой-то подготовкой к будущему удару по Крымскому мосту. Ведь некоторые украинские чиновники, в том числе Кирилл Буданов, обещали, что такие атаки будут. Но российская сторона продолжает готовиться к опасности таких атак. В частности, продолжают ставить баржи к югу от Крымского моста. Подразумевается, что они должны защитить мост от атак украинских безэкипажных катеров. Опять же, на мой взгляд, вся оставшаяся часть года будет примерно такой, как сейчас. Здесь ракеты ударят по объектам ПВО, тут взлетит на воздух склад боеприпасов, здесь попадут по новейшему российскому Су-57, а вот тут, к сожалению, снаряд попадет в жилой дом. Именно такие новости будут преобладать в этом году, а не какие-то изменения по линии фронта. Во вторник в фонде Карнеги проходила панельная дискуссия с участием таких военных аналитиков, как Дара Масикат и Майкл Кофман. Также в ней принял участие бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк и украинский аналитик Ханна Шелест. Говоря про этот год, Майкл отметил, что угроза еще не исчезла, но окно возможностей для России постепенно сужается. Речь, конечно, про фронтовые операции. У России по-прежнему есть преимущество в живой силе, снарядах и технике. Но постепенно разница между двумя сторонами уменьшается, поскольку в Украину поступает обещанная помощь. Плюс она ужесточила свою мобилизацию. Мы уже сейчас видим, как российские солдаты посылают штурмы на мотоциклах. А в следующем году проблема с техникой у России еще больше проявится. Все эти 2 года Россия просто проедала свои советские запасы, свои мобилизационные резервы техники. В 2022 году все эти пророссийские военкоры, которые ходят на встречи с министром обороны, посмеялись бы над идеей использования танка Т-62 как чуть ли не основного в современной российской армии. А сейчас все смотрят на то, как 62-ки составляют значительную часть парка техники российской группировки, и уже не смеются. Наоборот, порой говорят, что и Т-55 в принципе вполне сгодится для фронта. Так вот, запасы этого старья тоже не бесконечны. И учитывая, что Путин с Белоусом спокойно смотрят на тактику «а давайте-ка положим 100-другую танков и солдат за несколько сел», то в следующем году назреет еще большая проблема. Андрей Загороднюк в ходе дискуссии также отметил, что беспилотные системы поменяли все, и теперь практически невозможно проводить сухопутные операции. Потому что как только ты начинаешь движение техники, это сразу замечает противник. Я бы здесь отметил комментарий Кофмана, который в очередной раз заметил, что одними беспилотниками войну не выиграть, и они не могут являться полноценной заменой тех же артиллерийских боеприпасов и солдат на земле. Беспилотники не освобождают территорию, хотя и сильно помогают в ведении боевых действий. У массовой аудитории часто искажено восприятие хайповыми вещами. Например, всех интересует, когда прибудут первые F-16. Но никто не задается вопросом, а что там с бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, гаубицами, минометами, да даже банально с грузовиками. Все это не менее важные и нужные вещи на фронте. Аналогично и с беспилотниками. На этой неделе у меня несколько раз спрашивали, а почему в России нет своей Баба-Яги? Поясню, что Баба-Яга – это уже, можно сказать, бренд в мире беспилотников. Это большой, тяжелый украинский беспилотник-бомбардировщик. Кадры его сбросов на российскую военную технику часто публикует украинская сторона. С военной точки зрения, это действительно хорошая модель, она имеет свою сферу применения. Но на фронте важнее все же FPV-дроны, дроны камикадзе, на мой личный взгляд. Именно такие дроны, а не Бабы-Яги, прерывают атаку колонн бронетехники.
Снова всплыла тема вербовки женщин из колоний на войну. Напомню, как эта тема в целом появилась и развивалась. В прошлом году Ольга Романова, глава проекта «Русь сидящая», сообщила с ссылкой на свои источники, что в женских колониях представители Минобороны начали вербовку, набор людей на войну. Затем издания «Важные истории» и «Бумага» подтвердили, что действительно вербовка идет, и сразу в нескольких регионах. Вроде как завербованным было обещано помилование. Наша команда очень плотно следит за всем происходящим на войне. И мы за 2 года так и не увидели ни одного доказательства присутствия женщин на фронте именно на боевых позициях, то есть не в роли медсестры или повара. Мое предположение заключается в том, что проект могли свернуть, поскольку как раз с августа 2023 года заключенным перестали давать помилование. Изменилась схема вербовки. В мае этого года Ольга Романова также сказала, что проект свернут, вербовка прекратилась. И вот на днях появилась статья в издании «Нью-Йорк Таймс», в которой авторы пишут, что из одной колонии Ленинградской области военные забрали несколько женщин. Они не пишут, что их забрали именно на войну, но они отмечают, что это именно те женщины, которые соглашались на вербовку. В прошлом году на волне таких новостей был ряд публикаций в российских телеграм-каналах, где в добровольческих отрядах показывали женщин-снайперш. Но это было совершенно другое. Это были именно добровольческие отряды, и они вербовали женщин с воли, а не из тюрем и колоний. Мне пока сложно представить, зачем вдруг опять решили вербовать женщин из колоний. Возможно, кто-то из военных чиновников решил так повысить свои показатели. Может, даже эти женщины не окажутся на линии фронта. Потому что лично я не представляю, как их интегрировать в существующее подразделение. Будем следить за этой темой и дальше. Это все новости у нас на данный момент. Увидимся с вами через неделю.